Здравствуйте, господа. Начинаем сегодня прямой эфир, вебинар с Андреем Дуйко. Здоровым быть легко, поможет вам Андрей Дуйко. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Хочу напомнить, что я руководитель и президент компании «Тибетская формула». Древние тибетские рецепты из древних тибетских книг Джучи доступны для нас в виде препаратов моей компании, таких как Тантал, Лунглин и так далее. Сегодня я постараюсь ответить на вопросы традиционная, нетрадиционная медицина и так далее. Андрей Андреевич, спрашивает женщина, у моего ребенка есть проблемы, очень низкий гемоглобин, каким образом его поднимать, подскажите, пожалуйста. Надеюсь, мой ответ будет всем интересен, так как я буду использовать отчасти и нетрадиционную тибетскую медицину в ходе ответов на такие вопросы, ну и рекомендации по медицине современной, а также нутрициологии, питанию и так далее. А вы знаете, что изменить гемоглобин несложно, добавив всего лишь 3 продукта в свое питание. Определенным образом очень легко в домашних условиях поднять гемоглобин, особенно у ребенка. Каким образом это выполняется? Итак, возьмите гречку, сварите, добавьте свеклу и добавьте говяжье мясо. Сделайте из этого некую такую кашицу и давайте ребенку или взрослому по 1 столовой ложке во время еды или после еды. Делайте это 3 раза в день, уже на протяжении первой 1 недели гемоглобин повысится и будет у вас заметно улучшенное состояние. Сегодня наша речь пойдет о некоторых заболеваниях. Сегодня хотелось бы, как всегда, сказать несколько слов о новых исследованиях в области аутизма детского. Также мне хотелось бы сегодня рассказать о 2 новинках моей компании, которые называются миоинозитол. Это витамин В8 и препарат ГАМК. Гамма, правильно, да? Гамма аминомасляная кислота. Также я расскажу о кверцетине, но все по порядку. Итак, сегодня трансляция у нас идет одновременно в Facebook, также одновременно идет в YouTube и также одновременно идет в TikTok. Именно поэтому извините в случае, если я не успеваю читать ваши комментарии и не успеваю ответить на все ваши вопросы. Итак, давайте последовательно. Перехожу на сайт «Тибетская формула». Ну, давайте перед вопросами начнем все-таки с обсуждения новых идей, которые появились сейчас в определенных средствах массовой информации. Это новые исследования. Я занимаюсь этими исследованиями, и мне очень интересно, чтобы вы приобщались к таким исследованиям. Я обычно называю аутизм можно победить или с аутизмом можно справиться, и стараюсь эту тему постоянно развивать у себя на своих страницах и в YouTube. Это не значит, что я утверждаю, что я могу победить аутизм или я могу справиться с таким заболеванием, но возможно у тех, у кого есть вопросы, связанные с аутизмом, будут полезны вот такие рекомендации или вот такие интересные исследования. Дело в том, что очень часто человек не может читать такие исследования, так как ряд исследований публикуется в информационном пространстве доступным только для врачей определенного уровня. Как правило, это публикуется либо на немецком, либо на английском языке, и у многих нет просто такого доступа, чтобы изучать или следить за такими исследованиями. Ну и нет времени и так далее. Именно поэтому мне бы хотелось периодически выходить вот с такими трансляциями для того, чтобы говорить о новинках в ходе лечения детского аутизма, ну и в общем-то аутизма взрослых и так далее. Сегодня я хочу вам рассказать о 2 исследованиях. Первое исследование — это Институт Иерусалима и доктор Хайтам Амаль, его команда из фармшколы медицинского факультета обнаружили прямую связь между уровнем оксида азота в мозге и аутизмом. Итак, о чем говорит это исследование? Оно говорит вот о чем. Это исследование, которое было опубликовано в журнале Advanced Science, демонстрирует, что показатели аутизма увеличиваются по мере роста
азота или оксида азота в мозге, и что показатель аутизма и поведения уменьшается по мере того, как уровень оксида азота в мозгах у детей, больных аутизмом, снижается активным и контролируемым образом. Результаты исследования также основаны на тестах, проведенных с использованием, и там дальше говорится об использованиях и так далее. Эти исследования являются значительным прорывом в исследованиях аутизма, поскольку впервые установлена прямая связь между увеличением концентрации оксида азота в мозге и аутичным поведением, говорит доктор Амаль. Это открытие может иметь значение для связи оксида азота с другими неврологическими заболеваниями, допустим, такими как болезнь Альцгеймера, или психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство. И доктор Амаль говорит: я надеюсь, что наше новое понимание механизма оксида азота, мы можем приступить к разработке терапевтических препаратов и помочь миллионам детей и взрослых, живущих с аутизмом во всем мире. Ну и мне бы хотелось дополнить это исследование следующими словами. Дело в том, что препараты, которые могут снизить оксид азота в крови ребенка или взрослого человека, они уже доступны и они существуют. Поэтому существует много препаратов, причем в медицинской, которые доступны в медицинской сети, которые могут вызвать или связывать азот в крови и оказывать влияние на его обмен. Один из таких препаратов — это обычное вещество лактулозы. Лактулоза является особым видом сахаров, и она не усваивается, лактулоза, в нашем организме, но она проходит через пищеварительную систему, достигает толстого кишечника, где подвергается ферментации бактериями. В результате этого процесса образуются кислоты, в том числе уксусная, молочная и масляная, которые способствуют изменению pH в кишечнике. Это воздействует, помогая связыванию аммиака и оксида азота, который является формой азота, и его выводу из организма через кишечник. Ну и я уже об этом ранее говорил, препаратом, который является мощнейшим для связывания азота в крови, является антибиотик рифоксимин. Этот антибиотик обладает специфическим действием на кишечник, подавляя рост и активность некоторых бактерий в кишечнике, которые могут быть ответственны за образование аммиака и азотных соединений. Таким образом, рифоксимин может помочь снизить уровень аммиака в крови. Некоторые такие мои рекомендации: существует аминокислота, которая называется орнитин, которая связывает оксид азота в форме аммиака и выводит его из организма. Это мой препарат или препарат моей компании, который широко представлен в препарате Гепакс, который я рекомендую принимать по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 2 раза в день. Также вы можете найти препараты в центральных клинических аптеках или просто в аптечных сетях, в которых находится вещество или действующее вещество орнитин или L-орнитин, который может помочь конкретно вам. Следующее исследование — это исследование, которое вышло буквально 27 мая 2023 года. В журнале Springer Link, это журнал, который широко исследует аутизм детский. Несколько слов, кстати, о окситоцине. Помните, я когда-то рассказывал и говорил о том, что использование окситоцина, окситоцин, хочу вам напомнить, является тоже аминокислотой, которая воздействует на нуклеус аккумбенс, то есть по-другому на прозрачную перегородку темного или черного ядра мозга, который участвует в формировании серотонина, дофамина и, в общем-то, участвует в формировании окситоцина. Окситоцин — это гормон, который участвует в поведении как гормон коммуникации. То есть в случае, если исследовать детей, у которых появляется аутизм, очень часто происходит нарушение как раз выделения или формирования окситоцина. Существует ряд исследований, которые утверждают, уже доказанно утверждают, что, проходя гемоэнцефалический барьер мозга, воздействуя напрямую через носоглотку, можно воздействовать напрямую на кору головного мозга, конкретно на ядро нуклеус аккумбенс, формируя у человека, который теряет возможность коммуникации. Обычно это и происходит в форме поведения детей, у которых появляется данный диагноз,
использования данного спрея. Такой спрей можно приобрести в моей компании. Называется этот спрей окситоцин. Использовать его можно и для взрослых, и для детей 2-3 раза в день. Это нормализует коммуникацию детей, больных аутизмом, улучшая общее коммуникационное общение, улучшая, в общем-то, общение, коммуникацию, доверие и так далее. Все, что с этим связано для ребенка, который находится в социуме. Следующее. Журнал Springer Link в журнале исследований по аутизму провел исследование, которое проводилось в мае этого года. Оно называется «Аминокислотный профиль плазмы у детей с расстройством аутического спектра в Южном Китае». Проанализировал 110 случаев в ходе исследования следующими докторами: Ван Цюнь Чен, И Ру Чен, Мин Джи Пен и так далее. Журнал «Аутизма и нарушения развития», публикация 2023 года. И здесь вот такие исследования. Итак, в журнале были проведены исследования и были созданы выводы, в ходе которых были проведены исследования аминокислот плазмы у детей с расстройством аутического спектра, их клиническую связь. Всего с 2014 по 2023 было выбрано 110 детей с аутизмом и 55 здоровых детей. Клинические фенотипы включали тяжесть аутизма, когнитивные способности, адаптивность и регрессию. По сравнению с контрольной группой у детей с аутизмом был значительно повышен. Дальше запоминайте уровень глутамата, дальше аминомасляной кислоты, глутамина, саркозина, аминолевулиновой кислоты, глицина и цитрулина. Запомните эти названия. В случае, если ваш ребенок болеет аутизмом, ни в коем случае не давайте данные аминокислоты вашему ребенку. Особенно цитрулин и особенно глицин. А ведь я хочу напомнить, что очень часто глицин является ноотропом, и очень часто именно глицин и именно аминомасляную кислоту рекомендуют в нашей традиционной медицинской системе при лечении как раз расстройства аутического спектра. Чего, по моему мнению, ни в коем случае делать нельзя. И в случае, если у вас поставлен такой диагноз, и вы прямо сейчас даете ребенку цитрулин или глицин, или аминомасляную кислоту, сегодня ее буду представлять, то ни в коем случае этого не делайте. И напротив, уровень в плазме этаноламина, это фосфорилированный серин, дальше фениланина, триптофана, гомоцистеина, пироглутаминовой кислоты, гидроксипролина, орнитина, я сегодня о нем говорил, орнитин, гистидина, лизина и глутатиона был значительно ниже. Именно поэтому повышенный уровень нейроактивных аминокислот глутамата и пониженный уровень незаменимых кислот, аминокислот, был в основном отличительными характеристиками аутического спектра у детей, страдающих данным заболеванием. И повышенный уровень триптофана, кстати, он был связан с, вероятнее всего, с тяжестью заболевания аутизм. Каким выводом это нас может подвигнуть и о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что детям, у которых есть проблемы аутизма, помимо того, что я сказал раньше, можно смело назначать триптофан, можно назначать фосфорилированный серин, можно назначать гистидин, можно назначать L-орнитин в моем препарате Гепакс, глутатион, а также то, о чем я раньше сказал, назначать лактулозу. Она, кстати, находится в препарате Дуфулак в жидком виде, но скоро мы выпустим ее в правильной форме в нашем препарате в виде порошка. Следующие исследования могут немного приоткрыть завесу такого тайного и очень необычного заболевания, как заболевание аутизм. Надеюсь, та информация, которую я сегодня вам озвучил, будет для вас интересна, и в дальнейшем вы сможете улучшить состояние тех людей, у которых есть данные проблемы, и, в общем-то, дай Бог, чтобы мои знания вам могли быть полезны. А я дальше продолжу отвечать на ваши вопросы и так далее. Ну что ж,
Сегодня я бы хотел представить препарат, который называется ГАБА или по-другому аминомасляная кислота. Аминомасляная кислота — это уникальный препарат ГАМК, является главным тормозящим нейромедиатором центральной нервной системы, который угнетает активность до 40% нервных клеток, замедляет передачу определенных нервных импульсов, блокирует лишние информационные потоки. Теперь на русском языке. Смотрите, сейчас люди постоянно находятся в состоянии невроза. Из-за чего они находятся в состоянии невроза? Очень многие люди почему-то со временем, из-за того, что у них появляется много информации, приводят себя к бесконечному появлению стрессового состояния, которое отображается на их нервной, когнитивной и гуморальной функции. Одним из таких процессов является выделение адреналина. И очень часто, допустим, при исследованиях заболевания, допустим, заболевания сердца, гипертонической болезни сердца, мы видим, что одной из основ заболеваний гипертонического заболевания сердца является высокое содержание адреналина, который появляется в крови. Когда адреналин появляется в крови, то у человека происходит спазм сосудов по вегетососудистому такому принципу, что приводит к увеличению объема сосуда сердца, что по идее является одним из разновидностей заболевания, гипертоническое заболевание сердца, которое может привести к гипертоническому кризу. И одним из способов лечения данного заболевания является применение препаратов, которые являются адреноблокаторами, то есть по-русски препараты, которые тормозят адреналин и являются адреноблокаторами. Такие адреноблокаторы, они имеют как положительные элементы влияния, так и отрицательные. Ну и небольшая такая, наверное, для вас может быть предыстория. Ну, сейчас я к ней все-таки приду. Итак, адреноблокаторы, они, конечно же, могут на время, на небольшое количество времени убрать адреналин, но дело в том, что вместе с адреналином блокируется еще и функция норадреналина. Блокирующаяся функция норадреналина может фактически приводить к тому, что у человека появляется сдвиг когнитивных функций, он перестает запоминать информацию, у него развивается ряд заболеваний, среди которых широким таким пластом может стоять заболевание Альцгеймера. Вы знаете, что есть есть ряд научных работ, пока гипотетических, которые находят парадоксальную связь между применением адреноблокаторов в ходе лечения или длительного лечения заболевания гипертония с развитием заболевания Альцгеймера. То есть можно сказать, что люди, которые на протяжении десятилетий принимали препараты адреноблокаторы, в дальнейшем данные препараты могли создать условия, при котором создались условия появления заболевания Альцгеймера. Именно поэтому стоит посмотреть на данную проблему немного с другой стороны. С какой стороны? Наш мозг, он имеет два элемента. Один элемент — это элемент возбуждающий, когда наш мозг начинает, или синапсы нашего мозга начинают получать информацию, запоминать информацию. Это происходит по принципу влияния норадреналина, это происходит по принципу нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, ну и окситоцин. Это всегда происходит по принципу разгона. Каким образом это происходит? Вот человек начинает о чем-либо думать. Он думает, у него происходит стресс. И такой стресс возбуждает его нервную деятельность. И такой человек не может успокоиться. То есть он думает, не может никак отвлечься. К чему это приводит? Развитие такого невроза может привести человека, первое, к бессоннице, второе, к ощущению хронического стресса. У детей может приводить у взрослых в дальнейшем может приводить человека к бесконечному увеличению адреналина. Человек постоянно ощущает себя в опасности. В дальнейшем это может формировать психические заболевания, такие, которые могут проявляться в виде панических атак, состояний тревожности, обсессивно-компульсивного расстройства, биполярного состояния.
при маниакально-депрессивном психозе. Кандинского Клерамбо, ну и так далее. Одним словом, человек... А еще уже есть сейчас исследования, которые говорят, что неврозы, в ходе которых происходит процесс увеличения адреналина, могут быть инициаторами разрушения островков лангерганса в поджелудочной железе, что естественно приводит к тому, что у человека появляется в дальнейшем или развивается сахарный диабет первого типа, а также к гликированию гемоглобина, что и инсулинорезистентности, что является фактически заболеванием сахарный диабет второго типа и общим ожирением. Одним словом, человек, который много учится, у которого много, вы получаете сейчас огромное количество информации, у человека, который постоянно находится в позиции бесконечного информационного поля, бесконечного анализа, это все за собой влечет появление в дальнейшем таких заболеваний, как гипертония, ожирение, сахарный диабет первого типа, стрессы, развитие заболеваний, панические атаки, даже гипертоническое заболевание сердца. И кто в этом виноват? Дело в том, что в нашем мозге, помимо процессов, которые должны быть связаны с возбуждением синаптических связей, должны быть процессы торможения возбуждения и отдыха. То есть, если у нас где-то возбуждаются процессы, вот смотрите, заболевание эпилепсия, отделы мозга перевозбуждены. И этим отделам мозга чего не хватает? Им не хватает определенных аминокислот, которые могут воздействовать таким образом, чтобы это гипервозбуждение было приглушено или было каким-либо образом остановлено. То есть это гипервозбуждение, которое в дальнейшем может привести к появлению приступа, генерализированного приступа, эпилептического приступа, может каким-то образом быть потушено или полностью уничтожено. И такой механизм, он существует. Такой механизм или в роли такого механизма и такой нейромедиатор, он существует. Причем такого нейромедиатора в нашем мозге, его очень большое количество. То есть до 40-70% наших клеток или наших нейромедиаторов коры головного мозга нуждаются и потребляют гамма-аминомасляную кислоту. Во время первых исследований было определено, гамма-аминомасляная кислота является главным тормозящим нейромедиатором центральной нервной системы, который угнетает активность до 40% нервных клеток, замедляя передачу определенных нервных импульсов и блокирует лишние информационные потоки. Как это определяется? Вот есть дети, у которых есть два типа детей. Один ребенок — это ребенок, который может встать, подбежать к предмету, схватить его. И в случае, если он даже знает, что этот предмет трогать нельзя, не стоит вскакивать, не стоит там что-то делать, и он хватает, это говорит о том, что его нейромедиаторы и процессы угнетения нефункциональны или не функционируют. Это говорит о том, что такому ребенку в срочном порядке необходим препарат ГАБА или препарат гамма-аминомасляной кислоты. Очень рекомендую моей компании. Под влиянием гамма-аминомасляной кислоты повышаются энергетические процессы мозга, повышается дыхательная активность ткани, улучшается утилизация мозгом глюкозы, улучшается кровоснабжение. В экстремальных условиях при большом недостатке гамм окисляется в мозге бескислородным путем, при этом выделяется много энергии, нормализует содержание гистамина, серотонина в мозге. Очень долго врачи считали, что гамма-аминомасляная кислота в виде пищевых добавок, она неэффективна. Но последние исследования
говорят о том, что да, действительно, ГАМК не проникает через гематоэнцефалический барьер нашего мозга, и утверждают, что с помощью определенных трансмембранных транспортеров JAT2 и BTG1 и экзогенных ГАМК в виде пищевых добавок оказывает ГАМК-кергические эффекты и на мозг, и на кишечную нервную систему, которая в свою очередь стимулирует выработку эндогена ГАМК, и это доказывает правильность применения для людей, у которых есть вот такие нарушения. Это согласуется с изученным влиянием микробиоты кишечника на настроение, стресс, возбуждение и данным о широком распространении рецептором ГАМК. О чем я говорю? Смотрите. При ожирении, при неврозах, при синдроме беспокойных ног, если ребенок кричит по ночам, встает и кричит, не может успокоиться, если вы ложитесь, очень долго крутитесь, во время сна не можете заснуть, если не можете забыть информацию, которую вы собираете на протяжении дня. Как проверить, необходим вам данный препарат или не необходим? Вам необходимо взять четыростишье и перед сном запомнить либо 4 номера телефона, либо четверостишье. Если вы запоминаете на протяжении 1-3 минут данную информацию, это говорит о том, что вам данный препарат не нужен. В случае, если вы не можете запомнить эту информацию, это говорит о том, что данный препарат вам просто необходим. В случае, если вы болеете заболеваниями, гипертоническое заболевание сердца, в случае, если у вас есть заболевание сахарный диабет, ожирение, вы поправляетесь, ночью не можете остановиться, много кушаете, запомните, вам просто необходим данный препарат ГАБА моей компании. Сейчас есть исследования, еще ряд исследований, о которых я сегодня хотел бы рассказать вам. Одно из исследований, которое принадлежит тем же докторам, каким докторам не скажу, Китайского института, сейчас я скажу, как он называется, не знаю, не выписал, извините. Исследование доктора Юан Ян Сан Шухеван Миньяо Лю, Инман Сиян Вен Ян Лю и так далее. Говорит о том, что ГАМК-кергическая система в эпителиале дыхательных путей необходима для гиперпродукции слизи при астме. А это о чем говорит? Это говорит о том, что в случае, если у человека развивается аллергическая реакция, и в случае, если у человека развивается астматический синдром, то эти врачи имеют доказательную базу того, что данный препарат гамма-аминомасляной кислоты может помочь человеку при астме. Следующее исследование. ГАМК оказывает защитное и регенеративное действие на бета-клетки островков Лангерганса и излечивает диабет первой степени. И здесь вот целый ряд исследований, и здесь эти исследования говорят, оказывает противодиабетическое действие, действует на островки бета-клетки, так и на иммунную систему, в отличие от и так далее, обеспечивает потенциальный механизм, лежащий в основе наших результатов, согласно которым терапия ГАМК сохраняет массу Б-клеток и предотвращает развитие сахарного диабета первой степени. И рекомендации служит, рекомендуем найти клиническое применение данных выводов, и данные врачи говорят о том, что да, действительно, использование препарата ГАБА при лечении заболеваний сахарный диабет первого типа доцильно, как это по-русски сказать, я не знаю, и есть варианты дополнительного применения данного препарата в ходе лечения данных заболеваний. Ну вот, видите, чем полезен данный препарат. Таким образом, кому нельзя? Единственные люди, наверное, или единственные пациенты, кому нельзя принимать гамма-аминомасляную кислоту, это дети, болеющие аутическим спектром. Все остальные, вот лично я буду применять данный препарат. Мне он на 100% подходит, потому что ожирение, потому что сахарный диабет второго типа, потому что гипертоническое заболевание и так далее. Ну, слава богу, сейчас все эти диагнозы снят, но тем не менее, если бы этот препарат был у меня ранее, я бы его непременно начал принимать.
А теперь ответы на ваши вопросы. А сегодня еще расскажу о миоинозитоле. Это витамин В8. Несколько слов, наверное, еще и о нем можно сказать. Несколько слов, наверное, о гамма-аминомасляной кислоты. Откуда взялась гамма-аминомасляной кислоты и в чем предыстория? Гамма-аминомасляная кислота была создана в середине 20 века, но предыстория ее была такая. Гамма-аминомасляная кислота, не о ней сейчас. Как вообще все развивалось? Вначале было создано вещество, которое называется барбитурат. Что это за вещество? На сегодняшний день барбитурат используется в препарате корвалол. Поэтому вы знаете, что это за препарат и как он действует. На что он влияет, барбитурат? Он точно так же влияет, как гамма-аминомасляная кислота. Его можно условно назвать прекурсором гамма-аминомасляной кислоты, так как его действия на 100% схожи, и действия хоть барбитуратов, хоть гамма-аминомасляной кислоты похожи. Почему и что это за барбитурат? Барбитурат был создан и был назван таким названием в честь праздника Дня Святой Барбары. И урат, потому что был выделен из мочевой кислоты. И на сегодняшний день данный препарат барбитурат в корвалоле широко используется в ходе лечения заболеваний, таких как, допустим, невроз и так далее. Побочные действия корвалола: бессонница, побочными действиями усталость, истощение нервной деятельности, потеря памяти, потеря концентрации. Наверное, производной барбитуратов является препарат диазепам седативного действия, который широко применяется в психиатрии на сегодняшний день. Имеет схожие с аминомасляной кислотой функции. Так вот, в случае использования диазепама или нанозепама у человека появляется ощущение делиризации, то есть у него появляется ощущение ненахождения в пространстве, ощущение потери концентрации, там теряется память и теряются когнитивные способности, запоминания и так далее. И для того, чтобы избежать все эти побочные эффекты, а ведь данные препараты в свое время были незаменимы при таких заболеваниях, как депрессия, тревожное расстройство, при лечении психических заболеваний, бессонницы, была изобретена, изучена действие как раз аминомасляной кислоты. Наш мозг в ходе работы вырабатывает глутатион. И глутатион, он должен купироваться, и за счет его купирования происходит выработка как раз альфа-аминомасляной и бета-аминомасляной кислоты. И вот в ходе лечения человека от депрессии, в ходе лечения человека от, допустим, панических атак, неврозов, депрессивных эпизодов, бессонницы, я рекомендую использовать препарат ГАБА, он у нас называется, гамма-аминомасляной кислоты, и препарат, допустим, L-триптофан. Это снизит давление, улучшит общее состояние вашей поджелудочной железы. Также в ходе более активной утилизации углекислого газа происходит восстановление синапсов нашего мозга. В ходе влияния гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к более быстрому усвоению и к более быстрой работе митохондрий наших синапсов, дендритов, аксонов мозга и всех отделов нашего мозга, что приводит к более эффективному восстановлению когнитивных действий мозга и в том числе расщеплению липидов и расщеплению глюкозы. Именно поэтому я очень часто говорю, что бессонница приводит к тому, что появляется холестерин. И нашему организму необходимо прежде всего восстанавливать
центральную нервную систему, а конкретно нейрогуморальную систему. И в этом больше всего может нам помочь как раз использование препарата ГАБА. Как принимать данный препарат? Я рекомендую его принимать от 2 до 6 таблеток. Почему? Где-то человеку необходимо в состоянии стресса приблизительно 3000 миллиграмм за один прием. А это соответствует 4 или 5 таблеткам или капсулам для одновременного приема. Что будет, если применить данный препарат? Применив данный препарат, вы на себе ничего не ощутите, но со временем начнете видеть уменьшение веса, увеличение концентрации, увеличение мнемонических способностей, улучшение памяти, улучшение такого релаксивного действия, то есть миорелаксация начнет происходить, то есть судорожные проявления, синдромы всевозможные, такие как синдромы беспокойных ног, нервные тики, может быть где-то даже фокальная дистония. Вот такие синдромы, они могут быть купированы и полностью купированы в ходе применения данного препарата. Данный препарат очень несложно приобрести. Если перейти в шапку моего профиля в ТикТоке и нажать на кнопку, ссылку, где будет написано, там будет много пунктов, будет написано тибетская формула. Переходите в тибетскую формулу, приобретайте препарат ГАБА, сейчас есть скидки на данный препарат, и вы сможете помочь себе, особенно в такое чрезвычайно невероятно сложное время. Давно уже есть ряд исследований, которые рекомендуют использовать данный препарат гамма-аминомасляной кислоты в ходе дополнительной терапии психических заболеваний, особенно при заболеваниях тревожности, биполярного состояния маниакально-депрессивного психоза, компульсивного и обсессивного синдрома, при заболеваниях кандинского клерамбо. Таким образом, пожалуйста, все в ваших руках. Если у вас есть данные проблемы, то не забудьте помочь своему организму, сделайте это уже сегодня и дальше восстанавливайте свой организм. Добрый день, добрый день. И далее. Перехожу на мой сайт. Сейчас отвечаю на вопросы на моем сайте. Не переживайте, я сегодня с вами надолго, поэтому успею ответить на все вопросы. Не переживайте. То я вижу, вы уже переживаете. Так, открываю. Где же здесь трансляция YouTube? А, вот, нашел. Итак. Наталья Шефер. Андрей Андреевич, здравствуйте. Доброго здоровья вам и вашей семье. Подскажите, мне 45 лет, и я у себя в левой груди нащупала небольшое уплотнение, как можно себе помочь. Уважаемая Наталья Шефер, дело в том, что любые уплотнения в железе грудной являются патологически опасными. Да, мне бы хотелось верить, что это безопасно и так далее. Но вы знаете, лучше не доверять, а лучше проверять. Именно поэтому вам лучше обратиться к маммологу для того, чтобы идентифицировать данное новообразование, которое можно по-другому назвать как опухоль. И диагностировать эту опухоль, допустим, фиброзно-кистозная мастопатия, либо что-либо еще. Вы знаете, не могу взять на себя ответственность и сейчас вам дать рекомендации. Если это фиброзно-кистозная мастопатия, то лечение несложное. Необходимо взять обычную деревянную щетку с волосками для мытья там, спины, я не знаю чего, и смазать ее мылом, смазать грудь мылом и промассажировать под напором теплой негорячей воды. Сделать так необходимо один раз в 3-4 дня, после этого накрыть свою грудь и так далее. Но делать это при заболеваниях карциномы груди ни в коем случае нельзя. Поэтому вот как я могу вам что-то советовать?
Мне очень бы хотелось вам помочь, но я бы не хотел делать это без четко, стопроцентно поставленного диагноза. Вова Ровенюк. Здравствуйте, Андрей. Андреевич нужно говорить. Мне нужно упражнение для одышки легкие. Пожалуйста, подскажите. Я так понимаю, что у вас происходит накапливание в легких и появление жидкости. Что это такое? Это может быть эмфизема легких, это может быть легочная недостаточность на фоне, допустим, туберкулеза легких. Это может быть просто там, перенесенное заболевание, это осложнение. Какое-либо фтизиатрическое заболевание или пульмонологическое заболевание. И если такое упражнение, да, такое упражнение есть, что необходимо делать? Необходимо становиться на носочки и как бы падать на пятки. Второе, наклоняться, ставить таз выше, а легкие ложиться на живот, а так, чтобы руки лежали вниз. И третье, это обычное похлопывание по задней части спины в области боковых частей ребер, так, чтобы голова была на плоскости ниже 90 градусов к земле, а таз был выше 90 градусов поднятый вверх. Таким образом, попробуйте. Для того, чтобы убрать лишнюю жидкость из легких, поможет компресс, который делается следующим образом. Берется творог нежирный, накладывается в виде компресса на область легких, в которых накапливается, по вашему мнению, эксудат, и накрывается полотенцем, и необходимо ожидать приблизительно от 1 до 2 часов. Не знаю, каким образом, не могу сказать, но почему-то эффект происходит такой потрясающий и очень хороший. Опять-таки, я бы хотел вам сказать, не забывайте, любые заболевания легких, они небезопасны для человека. Может происходить выпад легких, то есть может происходить фиброз тканей легких, может происходить некроз. Это может привести к потере деятельности функциональной легких и так далее. Есть целый ряд правильных препаратов, которые могут помочь человеку. Это пульмонологические, фтизиатрические препараты, рекомендации. Прежде всего обращайте на это внимание. Старайтесь в этом направлении тоже действовать. Хорошо. Галина Брандштеттер. Андрей Андреевичу, у моего сына Саша была контузия и заикается. Забывчивость, перелом плеча, апрель. Там несколько отслоений, надо оперативно решать. Да, надо. Сейчас в военной больнице комиссуют. Да, нужно решать. Вот, сегодня я говорил как раз о препарате ГАБА. Его как раз и назначают вместе с препаратом миоинозитол или витамин В8 при инсультах, травматизации коры головного мозга, при заболеваниях, связанных с демиелинизацией, то есть синдром Басса, боковой амиоспатический склероз, при заболеваниях Альцгеймера, при заболеваниях даже шизофрения, при любых заболеваниях позвоночника. На сегодняшний день уже есть исследования неврологические. Я ранее проводил такой вебинар и там читал о том, что существуют исследования, которые проводят прямую связь между формированием миелина и фибрина в нашем теле или в организме человека. И напрямую это связано с витамином В8 и напрямую связано с появлением заболеваний позвоночника. То есть целый ряд исследований, которые говорят о том, что артрозы, артриты, заболевания демиелинизации, заболевания неврологического характера, остеоартроз, остеолистоз, грыжа Шморля, допустим, артроз сустава и так далее. Помимо, допустим, там, синовиальной жидкости, коллагенов и так далее, участвует еще и формирование фибрина и формирование как раз миелина. И один из веществ, которые просто необходимы для формирования миелина, это как раз витамин В8, который есть только в помидорах, насколько я помню. И этот препарат я хочу сегодня представить, он называется миоинозитол.
Есть ряд исследований, которые говорят о том, что применение данного препарата или по-другому препарата инозитол, я открою эти исследования, ой, здесь прямо все не на нашем языке. Ага, это не то. Вот, прием внутрштамма, нет, это не то. Это вообще не то. Сейчас я найду. Ой, вообще нет, простите. Я жене обещал не улыбаться. Она сказала, тут Родина в опасности, а ты улыбаешься. Итак, вот я нашел. Пока Википедия. Итак, инозитол, циклогексан, шестиатомный спирт циклогексана. Существует, ну это пропустим, представляет собой карбоциклический сахар, который содержится в большом количестве в мозге и других тканях млекопитающих, опосредует передачу клеточного сигнала в ответ на различные гормоны, нейротрансмиттеры и факторы роста, участвует в осморегуляции. Осморегуляция — это как раз то, о чем вы говорите. Легкие не работают — это осморегуляция. То есть вам необходимо знать, что данный препарат может помочь вам легко дышать. Синтезируется из глюкозы в тканях и органах, например, в сердце, печени, почках. С кровью попадает во все клетки, особо высокая концентрация в клетках мозга, где накапливается в защитной мембране и так далее. Итак, стереоизомеры нам не нужно, и исследование клиническое применение. Вот, нам это интересно. Существует исследование, и когда большие дозы инозитола изучались для лечения депрессии, было обнаружено, что оказывает воздействие на пациентов с паническими и обсессивно-компульсивным расстройством. Понятно. Инозитол применяет для лечения... Ага, это не нужно нам. Инозитол считается безопасным и эффективным средством для лечения синдрома и дальше поликистозных яичников, синдром поликистозных яичников. Он работает за счет повышения чувствительности к инсулину, помогает улучшить функцию яичников, снизить гиперандрогенизм. Также показано, что снижает риск метаболических заболеваний людей. Кроме того, благодаря своей роли вторичного посредника гормонов ФСГ, миинозитол эффективен в восстановлении соотношений и регуляции менструального цикла. То есть у вас есть сейчас, допустим, дисменорея или аменорея. Это все является патологией менструального цикла. Поэтому что может помочь вам? Миоинозитол или витамин В8 и так далее. По результатам клинических исследований, ладно, здесь оно сложное соединение миозитона и так далее, и так далее. Угу. Итак, клинические исследования. Сейчас перейдем. Журнал, который называется журнал XGXB Diabetes Resource, библиотека National Library of Medicine. И здесь есть ряд очень интересных таких исследований, допустим, исследование доктора Депстера, который на русском переводится как дехироинозитол, его функциональная роль в действии инсулина, его дефиците при резистентности к инсулину, где выявлен эффект миинозитола к инсулину в тканях с диабетом второго типа, и обходить дефектную нормальность эмпиризации миинозитола, связывающую резистентность к инсулину. Одним словом, хотите похудеть при сахарном диабете второго типа, вам необходимо, согласно доктору из журнала NCB/NHML National Library of Medicine, которые рекомендуют, проведены исследования были в 2002 году, которые говорят о том, что данный препарат можно в комплексной терапии использовать с целью устранения сахарного диабета второго типа, инсулинорезистентности, а также в ходе лечения мы уже знаем поликистоза. Это же интересно, правда? Дальше вот такой журнал называется Taylor and Francis Online, французский журнал, и журнал, который в томе 35 выпуск 8 пишется сравнение эффекта миоизитола с женщин с синдромом поликистозных яичников
и так далее. И здесь говорится об эффекте устраняющих миомы и поликистозы яичника в ходе использования препарата миоинозитол в ходе лечения данного заболевания. Таким образом, можно сказать, что при лечении заболеваний, связанных с инсультом, при лечении неврологических заболеваний, при лечении заболеваний позвоночника, при лечениях заболеваний, связанных с яичниками, непонятной этиологии, бесправильно и неправильно, непонятного поставленного диагноза, при альцминории, дисменории, при кровотечениях, отсутствиях менструации, есть исследования, кстати, сегодня о них говорил, но не дочитал до конца, где проводились исследования, в которых испытуемыми были женщины, которые не могли выносить ребенка, и там из 100% женщин 100% выносили детей, до этого были прерывания беременности, и выносили на фоне применения препарата миоинозитол, или по-другому витамина В8, который просто кардинально необходим большому количеству людей. Почему я так говорю? Существует ряд исследований, которые утверждают, что витамин В8 в большом количестве выводится из нашего организма во время голодания, стресса, поедания сладкого и, самое страшное, и нами всеми любимого, двух компонентов. Это алкоголь, потому что для появления дегидрогеназы, алкоголь-дегидрогеназы используется отчасти еще и витамин В8. Поэтому утилизация алкоголя происходит с огромным количеством использования витамина В8. Именно поэтому использование витамина В8, а еще при использовании кофе. Поэтому вы любите черный шоколад, молочный шоколад, бобы, какао, кофе, вы пьете алкоголь, для вас просто необходим препарат, который называется миоинозитол или препарат B8. Лучший препарат нашей компании. В данном препарате находится 2000 мг данного вещества. Человеку на протяжении дня необходимо 6000 мг. То есть 3 таблетки на ночь. Без всяких побочных эффектов лечите поликистоз, кистоз, изменения яичников, там проблемы, связанные с вынашиванием или там замершей беременностью, геронтологические проблемы при заболеваниях перенесенного инсульта в ходе реабилитации, при травмах мозга, при развивающемся заболевании как дополнительная терапия, при заболевании Альцгеймера, при заболевании Паркинсона, при заболеваниях, даже, я думаю, при шизофрении и при заболеваниях, связанных при синдроме БАС, при заболеваниях позвоночника, при неврологических заболеваниях и также при заболеваниях коксартроз, артроз, артрит и так далее. Надеюсь, вам было это интересно. Также хочу вам сказать, Галина Бранштеттер, свяжитесь со мной или свяжитесь с оператором, и я дам вам для вашего Саши скидку и поддержим вот такое сложное время вашу семью. Здравствуйте, Андрей Андреевич, с Мариуполя можно препарат ИТФ выписать? Нет, конечно, у нас война идет на сегодняшний день, и в оккупированные Российской Федерацией территории мы препараты, как и в Россию, не отправляем. Слава Украине! Дальше. Сергій Борисенко. Доброго вечора. Печія після жирної їжі і бурчання в животі, що попити з ТФ. Смотрите, очень часто человек говорит, у меня бурчание в животе, у меня изжога. Что это такое? Смотрите, и бурчание в животе, и изжога является следствием пониженного пепсина. Пониженного пепсина. Открывается илицикальный клапан, появляется эзофагиальный рефлюкс. И это проявляется в виде вот такой изжоги. Что вам нужно? Вам необходимо лишь 2 препарата. А еще появляется, как правило, диарея. И для того, чтобы это купировать или по-русски устранить, вам необходимо лишь 2 препарата. Один называется бетаиногидрохлорид. И второй препарат называется пепсин. Оба препарата моей компании. Принимайте пепсин по 2 таблетки перед каждым приемом пищи, бетаиногидрохлорид перед каждым приемом пищи 2 таблетки тоже. Таким образом, меньше кушайте, ешьте 1 или 2 раза в день, не более. Также
принимайте пищу до, допустим, 6 часов вечера. Андрей Андреевич, как измениться и как похудеть, каким образом преодолеть бесконечное и безумное желание покушать на ночь или покушать вечером. Я хочу вам сегодня рассказать о том, как воспринимает наш мозг, какие создает импульсы и как наш мозг управляет нами. И очень часто наш мозг в ходе того, когда он управляет нами бессвязно, дает вам такие импульсы, которые вы воспринимаете немного по-другому. Очень часто человек, который получает полноценный прием пищи, имея некое заболевание, которое называется инсулинорезистентность, или по-другому инсулин, который накапливается в прослойке или в нашей жировой прослойке, приводит нас при этом к ожирению, дает в вечернее время определенный импульс. Обычно такой импульс у нас начинает появляться после 22:00. В тибетской медицине рассматриваются процессы нашего естественного общения, грубо, нашего организма с нами, и делится на определенные циклы. Так, допустим, ночные циклы могут быть связаны с работой почек, а вот такие вечерние циклы, как ни странно, связаны с деятельностью поджелудочной железы. И обычно с 22 до 1 часа ночи у нас максимально начинает действовать поджелудочная железа, в ходе которой она должна либо расщепить жировую клетчатку, либо добавить жировую клетчатку за счет повышения инсулина. В этот момент человек хочет кушать. И это обман. Почему? Дело в том, что я еще раз хочу вам сказать. Либо больше накопить жира, либо растворить этот жир. И выбор стоит за вами. В чем заключается выбор? А вы знаете, что желание кушать в вечернее время является нами непонимаемым сигналом, который вы можете сегодня отключить. Что вам необходимо делать? Налейте 2 литра воды, желательно очищенной, с фильтра. И когда вы вечером очень сильно будете хотеть пить, выпейте большой стакан воды залпом. Засеките время, ровно через 15-30 минут у вас появится невероятное желание продолжить пить воду. Что это будет такое? Это будет включенным процессом расщепления жировой клетчатки в вашем организме. Это настолько снизит ваш вес, улучшит работу поджелудочной железы. За счет этого вы будете худеть. И в дальнейшем, когда вы вечером будете хотеть есть, пейте воду, и вы увидите, как вы на самом деле не есть хотите, а пить. Когда человек вечером хочет есть, то одно из двух. Либо он находится в состоянии невероятного стресса, и вам надо гамма-аминомасляная кислота, либо вы находитесь в состоянии, при котором ваш организм начинает в вечернее время расщеплять устранять ваш гликоген и расщеплять ваши жиры, и помогает вам в этот момент справляться с этим. Но вы в этот момент не понимаете этого и тормозите данный процесс, употребляя, как правило, пищу, в которой большое количество сладкого либо жиров. Чего делать в это время ни в коем случае нельзя. И особенно в это время с 22 часов до 1 часа ночи. Поставьте тире и напишите, если вы в это время принимаете алкоголь, подчеркните несколько раз, это в дальнейшем приведет вас к ожирению и очень тяжелейшим последствиям по тотальному ухудшению вашего здоровья. Вот так. Итак, еще раз. Доброго вечора. Після жирної їжі бурчання в животі, щоб попити і попринимати, полікуватись можна моїми препаратами пепсин і другий препарат бета-іно-гідрохлорид. Також не їжте десь 1 місяць ніякої солодкої пищі. Їжі. Вибачаюсь. Зоя. Андрей Андреевич, можно заказать ваши препараты в Латвию? Можно. Я буквально сегодня общался с женщиной, ее зовут Людмила, она находится в Испании. И она сказала мне, что препараты в Испанию она получила на протяжении 6 дней.
Поэтому сейчас доставка очень быстро. Как это происходит? Мы по новой почте отправляем во Львов, со Львова на автобусе отправляем в Испанию. Также можем отправить в Латвию. Это все сейчас очень быстро происходит. Все в порядке. Сейчас увеличилась скорость доставки препаратов в Америку, в страны Европейского Союза и так далее. Поэтому, пожалуйста, кроме Российской Федерации. Дмитриенко Елена. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я являюсь вашей ученицей первой ступени. И так случилось, что у меня есть сын. Он родился 20 лет назад. У него тяжелая форма аутизма. Это хорошо, что вы нашли сегодня меня. Потому что в самом начале я рассказал, какие аминокислоты и каким образом можно восстанавливать ребенка и что необходимо принимать. Надеюсь, вам это было уместно и интересно. Наташа Чередникова. Валерий Бойко. Это вашего внука на велосипеде сбила машина возле парка Победа. О чем вы сейчас пишете? Огромное вам спасибо за ваши препараты. Это чудеса, они правда помогают. Спасибо. Как можно воздействовать эзотерически на эндометриоз и киста? Его же и препараты какие? Спасибо огромное. Помните, я сегодня говорил о миоинозитоле. Также я хочу добавить о том, что есть препараты конкретно устраняющие эндометриоз. Это препарат, который называется мазь Endometrix. Ее можно приобрести на моем сайте, а также препарат «Женское здоровье» и «Миомакс». Пожалуйста. Очень прошу, скажите, как помочь моему внуку, который попал в аварию, находится сейчас в реанимации, как помочь внуку? Валерий, напишите мне в Телеграм, пожалуйста, это не сюда. Я сейчас, к сожалению, ему вот прямо во время этого вебинара не помогу. Но когда вебинар закончится, если вы обратитесь, то что-то будем вместе думать, помогать, искать выход и так далее. Будем что-то делать. Дальше. Перехожу я к нашим комментариям новые. Арина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, какое направление выбрать для развития? Сегодня у нас семинар, посвященный здоровью. Извините. Марина. 1 час назад. Пожалуйста, о пользе стояния на гвоздях, досточках. Как правильно практиковать? Становитесь на гвозди, стоите и расслабляйтесь. Считается, что любое увеличение боли является мощнейшим иммунным стимулирующим эффектом. Поэтому, если вы заболели гриппом, будете стоять на гвоздях, то вам станет легче. Также всегда стоит помнить, что после того, когда человек испытывает боль, у него всегда происходит процесс релаксации. То есть в случае, если человек испытывает боль, то следующим будет мощнейшая миорелаксация, то есть расслабление мышечной мускулатуры. А при большом количестве адреналина у человека появляется накопление адреналина в крови, увеличение мышечного сжима или нажатия. Поэтому любое стояние на гвоздях и любое использование таких болезненных эзотерических, экзотерических и экзотических методов основано лишь на одной идее — это борьба с неврозами. Зачем так страдать? Я думаю, что аналогом данной проблемы может стать просто обычная медитация в шивасане, когда человек лежит на спине и проговаривает себе: я расслабляю левую ногу, расслабляю левую руку, я расслабляю правую ногу, постепенно вводя себя в состояние расслабления при помощи использования вот такой сугестии или аффирмации, можно сказать. Алла. Здравствуйте, пожалуйста. У ребенка 5 лет, рецидивирующий гнойный риносинусит, аденоидит. Какие препараты СТФ можно для лечения? Итак, как правило, когда возникают такие заболевания, то, по моему мнению, это связано с заболеванием поджелудочной железы. Какие препараты при этом необходимо принимать? Объясняю. Первый препарат — эмбрионазин. Его нет у нас на сайте, но, позвонив нашим операторам, вы можете его заказать. Второй препарат — кверцетин, который повышит цитокины и улучшит воздействие, улучшит иммунитет ребенку и поможет исправить это. И третий препарат для поджелудочной железы — панкресорб. Кверцетин по 1 или 2 таблетки 2 раза в день, панкресорб по 1 таблетке 2 раза в день, препарат эмбрионазин по 1 пшику в левую и правую ноздрю можно 1 раз в день.
Ага, супер. Плямкаю. Врач сказала, что у меня незначительно повышена глюкоза и гликированный гемоглобин, рост 189, 6,5. Подскажите, что мне принимать из ваших препаратов? Итак, первый препарат называется хромопикалинат. Второй препарат называется, я сегодня о нем рассказывал, называется габа. Габа 2 таблетки на ночь, хромопикалинат 2 таблетки 2 раза в день. Препарат миоинозитол по 2 таблетки 2 раза в день. И глюконорм или ГЛ-норм 1 таблетка, можно 2, можно 3 раза в день. Также очень рекомендую использовать спрей, который называется гликоцитрохромин. 5-6 раз прямо пшикать в ротовую полость на протяжении всего дня. Это заметно улучшит ваше общее состояние, но помимо всего прочего вы еще и похудеете, высвободите огромное количество энергии, успокоитесь, улучшится общее состояние и даже внешний вид. Вот. Как проверить, нужно ли вам лечить печень? Для того, чтобы проверить, нужно ли вам лечить печень, вам необходимо выпить небольшое количество любого слабоалкогольного алкоголя. В случае, если у вас появляются пятна, такие гиперемированные пятна в отделе шеи, в шейном отделе, в грудном отделе, красные пятна, это говорит о том, что ваша печень нуждается в помощи. Поможет препарат, который называется Тантал. Это тибетский препарат из 15 трав, созданный мной для всех людей в мире. И препарат битулин. Я на фоне приема препарата битулин увидел ярко выраженный процесс омоложения. Прямо ярко выраженный процесс омоложения на фоне приема лишь препарата битулин. Мне препарат битулин помог, и я вижу его мегаэффективное действие и ярко выраженного геронтологического характера. Битулин поможет вам помолодеть, если его принимать с коллагеном и цистином. Препарат цистин — это препарат, который является антиоксидантом. Препарат битулин является препаратом, который мощный геронтопротектор, а также участвует в процессе восстановления гепатоцитов нашей печени. И препарат, о чем я там говорил, битулин и тантал. Это препарат, с которого начинает лечение любой тибетский врач. Так как основа всех заболеваний тибетской медицины — это переизбыток пекин, или по-другому переизбыток желчи пекин. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как помочь? Болит колено сбоку, с внутренней стороны торчит небольшая шишка. Это, скорее всего, артрит, а может быть и артроз. Если шишка, то это может быть новообразование суставное, такое на фоне, там, допустим, чем лечить? Я думаю, можно попринимать препараты по снижению оксалатов. Это может быть аллопуринол или колхицин. Поприкладывать что? Можно понатирать обычным нашатырным спиртом. Это тоже даст свой результат. Виктория. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Пью ваши препараты, и они волшебные. Подскажите, пожалуйста, чем растворить камень в желчном пузыре? Растворить камень в желчном пузыре поможет бетаиногидрохлорид. 2 таблетки 3 раза в день, а также питье обычного яблочного уксуса. 1 столовая ложка на стакан воды 1, 2 или даже 3 раза в день. Не бойтесь, это совершенно безопасно. Андрей Андреевич, дайте рекомендацию по устранению ожирения и устранению гипертонии, желательно народным способом. Устранить гипертонию, устранить ожирение поможет народный способ. Выполняется он следующим образом. Возьмите 1 сырое яйцо. Возьмите это сырое яйцо и взбейте его вилочкой. Делайте это утром натощак. В сырое яйцо добавьте небольшое количество теплой воды, желательно 1 столовую ложку. Еще раз взбейте, для того, чтобы яйцо соединилось у вас с водой. После чего добавьте сок из 1 лимона.
не лайма, а лимона. Выпейте натощак до приема воды. И после этого 1 час не пейте воду. На протяжении 1 месяца похудеете, исчезнет гипертония и так далее. И в чем причина? Дело в том, что и в соке лимона, и в яйце находится вещество, которое называется витамин В8. Поэтому миоинозитол, который находится в виде В8, находится в большом количестве в желтке. Также в желтке сырого яйца называется трансфер-фактор или стволовые клетки, которые подходят нам, трансклетки. Также в белке яйца находится лизоцим, это мощнейший пробиотик, который воздействует на поджелудочную железу и на желудок, и воздействует как восстанавливающий микрофлору. А я сегодня говорил, что восстанавливая микрофлору, можно восстановить и попытаться восстановить всю нейрогуморальную функцию нашего организма, воздействие соляной кислоты, воздействие или появление там низкой кислотности, воздействие гликирования гемоглобина и так далее. То есть одним словом уникально аскорбиновая кислота, а также еще и витамин В8, который находится в лимоне, в комплексе создаст условия, при котором вам будет заметно становиться лучше. Худеешь? Худеешь. Давление исчезает. Еще и холестерин исчезает, еще и глюкоза падает. Одним словом, просто мега-мега результат. И закончу я сегодняшнюю трансляцию препаратом, который называется препаратом кверцетин, который производит моя компания. Вот так вот он выглядит. Гликозидный препарат рутина. Проявляет свойства модулятора различных ферментов, принимающих участие в деградации фосфолипидов. Влияет на свободно-радикальные процессы, отвечает за биосинтез клеток оксида азота, протеиназ и другое. Также я считаю, что кверцетин является препаратом, который можно использовать в ходе лечения заболеваний аутизм и шизофрения, так как он участвует в процессе депонации оксидов азота, которые проявляются в виде накопления или перенакопления аммиака в организме или в крови человека, что приводит в дальнейшем к появлению аутизма. Помните мое видео, где я говорил аммиачная теория аутизма, и там проводил ряд обсуждений и рассказывал о ряде публикаций и научно-популярных, и непопулярных, а просто научных статей в различных странах в различные годы, которые доказывают в очередной раз наличие теории развития аутизма как теорию перенакопления аммиака в крови или оксида азота. Имитирующее действие кверцетина на мембранотропные ферменты, но это нам не нужно. Итак, кверцетин снижает выработку цитотоксического супероксиданиона, нормализует активацию субпопуляционного состава лимфоцитов, снимает уровень активации. О чем это говорит? Очень рекомендуется принимать данный препарат при пиелонефрите, при появлении камней мочекаменного заболевания, тормоза продукцию воспалительных цитокинов ИЛ-1Б и ИЛ-8. О чем это говорит? Такие цитокины обычно в большом количестве являются синдромом ковид или заражения вирусом. Поэтому высокие цитокины снижаются с применением препарата кверцетин. Препарат способствует уменьшению объема некротизированного миокарда. О, это супер. То есть в случае, если происходит некротизация миокарда, допустим, при заболеваниях инфаркт миокарда, стеноз аорты, происходит некротизация миокарда, кальцинация, рекомендует использовать, так как уменьшает объем некротизированного миокарда, регенеративным процессом в тканях миокарда при перенесенном инфаркте или при перенесенном стенозе сосудов, регенеративными процессами на коже слизистых, снижает ульцерогенный эффект нестероидных противовоспалительных средств. Можно принимать как дополнительную терапию при заболеваниях с применением преднизолона, гидрокортизона, мидрола, при заболеваниях васкулит или заболеваниях ревматоидный артрит.
обладает ярким выраженным противовоспалительным действием. Кверцетин отмечено радиопротекторное действие, именно поэтому я рекомендую его принимать при заболеваниях гипофункции щитовидной железы, а также базедовой болезни. Показания к применению. Для ускорения регенерации стоматологии, в комплексное заболевание пищеварительного канала, печени, уменьшение воздействия ионизирующей радиации, используется кардиопротекторное средство при инфаркте миокарда, профилактике реперфузионного синдрома, хирургических лечениях больных с облитерирующим атеросклерозом брюшной аорты, периферических артерий, антиоксидантным, репаративным, мембраностабилизирующим действием, назначают при ранениях, послеоперационных ранах, при заболеваниях роговицы, кератитах, воспалении заболеваний глаз, а также дополнительной терапии при катаракте. Таким образом, можно сказать, что данный препарат имеет очень широкий спектр воздействия. Я от себя хочу сказать, что да, действительно, применение препарата, об этом я тоже проводил лекцию и читал исследования научные различных медицинских институтов и центров, которые исследуют данный препарат. И там есть ряд таких работ, которые утверждают, что кверцетин способен в ранних стадиях восстанавливать хрусталик, при катаракте показателен, при макулодистрофии, при всевозможных. Почему? Является производным рутина, но с более ярко выраженной вот такой вот активной функцией. Рутин является витамином В7, именно поэтому кверцетин является витамином В7, и еще амигдалин является В7. Есть научная работа, которая называется «Использование форм витамина В7 в ходе лечения онкологических новообразований и карцином», ну, что одно и то же. И там есть вот целый цикл таких работ, где говорится о том, что на первое место ставят они амигдалин, на второе место ставят кверцетин и на третье место ставят рутин, как дополнительную терапию при использовании, допустим, доксирубицина в ходе лечения онкологических новообразований при, допустим, там, миеломе, при карциноме груди, ну и так далее. Кверцетин это квертулин или цетин? Нет, зайчик. Не зайчики. Женя обещал мне говорить зайчики на люди. Нет, друзья мои, нет, друзья мои. А может вы не друзья, может вы из России. Нет, товарищи. Мы вам больше не товарищи, да? Нет, господа. Вот господа надо говорить. Нет, господа. Кверцетин это вещество кверцетин. И оно никак не связано ни с лецитином, ни с квертулином. Я, кстати, не знаю, что такое квертулин. Здравствуйте. 4 года назад появились кератомы на спине после панчакармы. Сейчас очень много, каким вашим препаратом можно помочь. Нужно знать, что любые кератомы есть следствие заболевания вирусной этиологии. И это, как правило, связано с одной из разновидностей герпеса. Обычно это герпес цитомегала. Каким образом лечится? Чай-железняк, дальше бетулиновая кислота и бетаиногидрохлорид. Вот такими препаратами. И отсутствие, и в дальнейшем максимальное исключение хотя бы на время испытания алкоголя и активных углеводов, таких как конфеты, печенье и так далее. Я желаю вам здоровья. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Сегодняшняя вебинар-лекция «Быть здоровым легко» с тибетская формула 13 июля 2023 года. Как оказалось, была посвящена заболеваниям, связанным с аутизмом. Также обзор препаратов кверцетин, миоинозитол и гамма-аминомасляная кислота, где обсуждались работы научных исследовательских институтов, медицинских школ. И вывод такой, что в наше сложное время применение данных препаратов, особенно гамма-аминомасляной кислоты, актуально и целесообразно. Поэтому желаю вам здоровья, восстанавливайте здоровье, лечитесь и выліковуйтесь. И еще раз
Здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко с тибетской формулы. Перейти на тибетскую формулу несложно. Если вы смотрите в YouTube, то перейдите по данной ссылке, свяжитесь с операторами, и они помогут в случае, если вы не найдете какого-либо препарата, подобрать для вас препараты. Переходите на нашем сайте, постоянно проводятся определенные акции, и на сегодняшний день тоже ряд акций есть. Переходите, знакомьтесь. Здоровым быть модно. До свидания. Выключи.